Приветствую, друзья! Мы уже не раз убеждались в том, что станки, построенные по старым технологиям, обладали невообразимыми решениями в конструкции и, самое главное, были невероятно крепкими и точными. Некоторые из них были очень сложными с механической точки зрения, а некоторые удивительно простыми. О таких простых, но точных и надежных станках поговорим в данном ролике. Увидев первый раз этот миниатюрный фрезерный станок, вы наверняка подумаете, что это детище какого-то самодельщика, который в свободное время собирал это чудо из готовых металлических болванок путем фрезерования. И такое мнение довольно логично, если брать во внимание весь этот угловой дизайн с точными ровными поверхностями. Однако, что если я скажу, что это серийный станок, который выпускался сравнительно недавно лондонской компанией Stevens Precision. Это довольно простой и надежный станок, который обладает всеми необходимыми функциями, присущие у стандартного фрезерного станка с подшипниками скольжения на всех вращающихся элементах. Конечно, у компании были еще версии прецизионных фрезерных станков, как, например, вот это. У станка, если присмотреться, присутствует очень необычное решение в плане регулировки положения основной колонны. Таким образом, станок обладал более широкими возможностями, связанные с позиционированием вертикальной фрезерной головки. К сожалению, изображение я не нашел, но станок мог трансформироваться и в токарный станок. Для этого в комплекте были специальные кронштейны и четырехкулачковый патрон. Следующий, уже токарный станок, обладающий также невероятно простой конструкцией, является вот эта малютка, неизвестного происхождения. Но несмотря на его размеры и круглых направляющих, он невероятно точно собран и удивительно высокоточен в работе. К слову сказать, самым сложным с точки зрения механики является задняя бабка с ручным рычажным управлением. А вот станок, судя по дизайну конструкции, собранный в далеком 1875 году где-то в Америке. Это маленький настольный токарный станок с привычными направляющими трапециидальной формы. Но это не самое главное. Вы только посмотрите на качество металла и его обработка. Не знаю как, но на нем нет ни одной каверны, которая неумолимо появляется на наших современных сплавах в результате появления ржавчины. И ведь данный станок не стоял в музеях, а трудился вплоть до наших дней. Ну а у меня на этом все. Я благодарю вас, друзья, за внимание и надеюсь, что вам понравился ролик. Всем пока!